Всем привет! Я сейчас нахожусь в гостинице на Домбае. Вот куда меня занесло. В этом походе я, правда, не одна, я с Петрухой и с ним еще знакомая девочка. Заказала местный хэчин с сыром и зеленью. Прям горячий, с сливочным маслом смазанный, вкусно. Вот с такими видами мы начинаем наш маршрут. Мы сегодня встали в 6 утра, вышли в 8, зашли в кафешку, позавтракали. И вот начали свой маршрут на водопады. Ну там еще что-то будет, наверное. Такой вид сзади нас. Там еще канатка или как это, кабинки катаются канатные поверху. Вон они. Вообще так красиво. Мы тоже на них прокатимся потом, наверное. О, какой громадный вес. Меня тут 3 надо или 4, чтобы его обнять. Мы тут на КПП, тут нужно пропуск покупать. Вот заполняем все эти бумажки. Без пропуска ходить нельзя. Поймает егерь, будет большой штраф. Вот это вид. И там вот это вот тучи, туман. Я вот люблю, когда так именно и солнце подсвечивает, и снег лежит, и водопады там бегут. Ё-моё, такая красота. Ну как на это можно смотреть? Спокойно невозможно смотреть. О, как хорошо, что я решила на Кавказ ехать все-таки. Я тоже рад, что я поехал. Не в Ленинград. Вот этот вот Петруха, он все время портит видео. Все время. Специально. Я снимаю такую красоту, он вот так вот вперед и орет специально в кадр. Такие дела. Так что, если что, не обращайте внимания, если какие-то вопли за кадром будут. Это ненормальный Петя орет. У него просто это крышу снесло на фоне таких видов. Такие дела. Так бывает в горах, случается. Люди с ума сходят. Я название вот этого водопада вот здесь вот напишу, потому что мне язык сломается его выговорить. Но я посмотрела на карте, как он называется. Господи, какая красота! Ой, вообще. Там вот гора такая. Вот. Не знаю, будет ли понятно. Кажется, что туман проходит прям насквозь через скалу. Вообще. Вот как будто здесь заходит и выходит вот здесь. Или наоборот, отсюда сюда. Прям подсветка такая. Шикарный вид. Вообще реально кажется так, что она из скалы выходит, туман из скалы выходит. Как будто бы. Идем такие довольны к водопаду. Чучкурскому водопаду. Тут все тропы так близко вообще. О, Господи, как тут красиво-то! Обалдеть! Вот это водопад! Не сравнить с Борусом, конечно. Даже никак. Вот такие цветы интересные тут растут. Красивые. Я не знаю, как они называются. Я первый раз в жизни такие вижу. Вообще красота. Какой вид! Поднимаемся на этот водопад, и тут вот такое открытое место. Господи, какая красота! За что мне это? За какие хорошие мои поступки?
Обалдеть. Красотища какая. Нереально вообще. Вот так невозможно здесь оторваться. Надо фотать, снимать, потому что такая красота. Вот папарацци сидят. А папарацци это я, потому что они не знают, что я снимаю. О, как же красиво там. Вот туда бы под водопад прям встать. Он леденющий. Да мы сейчас туда подойдем, вон люди подошли, мы сейчас тоже туда пойдем. Но мы сегодня не искупаемся. Не настолько жарко, чтобы в водопаде искупаться. Главное, не колючка. Стоим, ждем очередь на водопад. Люди очередь не соблюдают. Мы хотим всех переждать. Всех это всего лишь 2 человека. Сюда не каждый рискнет спуститься, это очень скользко. Очень мокро и скользко, опасно идти. Поэтому очень мало кто рискует подойти прямо к самому водопаду. А мы сейчас подойдем. Ё-моё, какая же это мощь! О, я только что вот здесь стояла, там прям сдувает и заливает, и очень-очень холодно. Долго там не простоишь, там прям сдувает вообще. Там покупаться нереально в таком водопаде. Смоет. Короче, мы все мокрые, мы как будто искупались, даже под водопад не надо вставать, там от него реально так сильно заливает. У меня штаны насквозь мокрые, ботинки мокрые, в общем, мы все мокрые. Нас вымокли, вон даже волосы. Все наши камеры, я боялась, что у меня зальет вообще телефон. Но зато такие впечатления, такая мощь, так здорово вообще. Вот с этого водопада мы спустились, вот прямо отсюда. И мы сейчас идем на Девичьи Косы водопад, ущелье Птыш. Вот в такую красоту вот они уходят, прям так смотрится классно. Вот такая тропа, ее даже не видно, она реально заросшая. Сюда, видимо, гораздо реже туристы ходят.
Петя с Женей по джунглям ходят. Прям реально джунгли. Ой, мне нравится. Мы зашли, короче, в такие места классные. Это они сейчас брод переходят по дереву. Потому что мы вышли вот, и тут вот такая мокрота. И тут, если наступаешь, прям проваливаешься в грязь. Оп! Класс, люблю такие места. Вот тут еще один брод. Все шатается. Оп! Вот здесь уже чувствуется такая более дикая природа. Подожди. Как пойти? Я согласна. Таким видом, господи. Вот она, Алина, на фоне гор ест малину. Вкусная Алина какая. Вот эта река называется Домбай. И она так до конца туда тянется. Мы вот с той стороны пришли. С тех гор, можно сказать. Тут вот прям как в Вергаках такие каменюки огромные. И рододендron растет вон вокруг. И можжевельник есть. И папоротников вон полно. Красота такая. Петруха уже давно вперед убежал. Пока мы малину ели с Женей, мы там реально так зависли сильно, там столько малины. Она вот такая меленькая, но она реально такая прям сладкая. Такое место красивое. Женя тоже убежала, я сейчас одна. Если честно, люблю одна оставаться, потому что я перенасыщиваюсь общением, и мне вот хочется побыть одной. Да вообще везде мне нравится на природе быть одной. Ну вот, из компании иногда надо походить для разнообразия. Вот мы сейчас, кстати, все разошлись. Петя там где-то в начале, Женя, получается, где-то посередине, а я в самом конце, потому что снимаю. И идем, каждый, наверное, балдеет, медитирует, потому что каждый из нас любит побыть один. Вот так вот мы совпали. А вон там типа грота какого-то, и все заросло папоротником. Волки-палки, как красиво. О, у меня сегодня переизбыток какой-то чувств будет. Реально, я сейчас плакать буду от счастья, от красоты. Очуметь, сколько там снега. Мы подошли к этому снежнику, ну, в смысле, ближе подошли. Я думаю, мы еще ближе подойдем туда. Вот это вид. Ой, как шикарно. И вот эти вот горы, они такие огромные. Такая скала прям отвесная, отвесная. Я как представлю по ней лезть. Сколько тут иван-чая растет. Посмотрите, какая красота. Иван-чай на фоне гор. Это вообще реально нереально. О, боже, как красиво. Ну, я иду в рододендроне вообще прям полностью. Тут просто везде столько малины. О! Невозможно мимо пройти. Странно, тут что, медведей нет? Я не пойму. Тут и должны быть медведи, Кавказ же. Странно, почему они малину не съедают. Вот, посмотрите, сколько малины. Просто невозможно вот ее не рвать. Вообще. И вот там просто заросли малины, заросли. Вот это все, это малина. Малина, малина, вот малина. И вот все это вдоль тропы, по обеим сторонам малинник.
И все это на фоне вот таких вот гор. Вот такая красота. И вот здесь вот река бежит. Самое интересное, почему ее вот не только медведи, да, здесь получается нет, или они сюда не выходят, может, из-за туристов. Почему туристы ее не едят? Она здесь вообще в горах, она чистейшая, она такая сладкая, она такая вкусная. Ее тут ешь и ешь вообще. Наслаждение-то какое. Только с Боруса недавно приехала. Там черники наелась, брусники. Следом поехала на Кавказ. Наемся малины. Господи, дай шикую. Спасибо. Ой, что там творится? О, может и дождь пойдет все-таки. Мелкие капли капают. Но, возможно, это ветром с водопада несет. А вон Женя с Петей идут. Вот он водопад, его и не видно вообще. Вот чуть-чуть там капает что-то. Вон. Это девичьи косы. Видите, две косы. Мини. Ну ладно, зато тот водопад был шикарный. И вон что творится вокруг. Сразу два. Но не маленькие. Просто нереально в желудке засосет. Не всегда же можно увидеть такой водопад. С такой высокой скалы. И дождь еще капает ко всему. Да. Петя! Капец! Давай, детка, мы верим в тебя! Я сделала это же! Круто! Блин, там еще больше прыгает! Охренеть! Я все-таки искупалась в водопаде в одежде, но все равно у меня теперь снова все мокрое! Класс, это какие эмоции! Котик, ты не намокнул? Лапы мокрые немножко. Тут прям реально вот так вот льет. Сверху, как дождь, как душ. И вот в таком душе я сейчас постояла. Это вам не в солнышко искупаться, не в жару. Сейчас холодно на улице и моросит дождь, реально холодно. Не зря мы подошли. Отсюда он меньше кажется, а близко подходишь, там такой ничего водопадик. Тоже такой особенный. Не все же должны быть прям супер мощные. Он тоже красивый. Дождь усилился. Я вся мокрая. Еще сверху поливает дополнительно. Кот вон пытаюсь прятать. Но зато я такая счастливая. Но где такие эмоции еще испытаешь? Вот в дождь, в такую погоду холодную. Все равно встать в водопаде, искупаться в одежде. Какая суровая горная красота. Впечатляющая.
Мы хоть все и промокли, все равно довольны. У меня штаны прям вообще мокрые, их вообще можно выжить прям. И с них бежит такая вода в эти в ботинки. Там гамаши есть, но они даже не помогают. Они у меня больше от мусора, от всякого. И вот там вот так красиво, вот этот туман, горы такие. Короче, стоит ходить в горы в любую погоду, но рисковать нельзя. Вон там еще красивее стало, вообще прям. Такой туман поднимается. Вот всегда после дождя вот такая красота в горах. Посмотрите, дождь прошел. И вот что позади нас. Это там, где мы были, где вот этот туман, где ничего не видно было. Вот сейчас как просвет такой появился. Обалдеть, вот так вот каждые 5 минут в горах меняется погода. Ну, какая красота. Жалко, их кушать нельзя. Зато можно заварить в чай вместе с веточками. О, как красиво становится вообще. Разъяснивается там. Солнышко потихоньку выходит. Сейчас обсушит камни, а то идти очень скользко, опасно. Как же красиво. И вот этот курум смотрится на этом фоне. Вообще так классно. Тут такие каменюки вот эти вокруг. И все это раскиданы между растущим рододендроном и можжевельником. И это все так красиво смотрится вот позади меня. Вот оттуда мы пришли, посмотрите, как там сейчас красиво. А всю дорогу было там мрачно. Вот сколько мы ходили на первый водопад, потом туда шли. Все, мрак такой был. И вон сейчас как там красота какая. Солнышком подсветилось это все. Снег этот. Мы тут решили покушать. Прям вот в траву залезли, камень увидели. И вот чтобы главное вот с такими видами красивыми. Даже холодные хычины кажутся очень вкусными. Мухи не мешают. Да, конечно, с голодухи. Мы реально очень изголодались. Ваше здоровье. Я только не чокаюсь так. Вообще, это как вот природа может вот так вот раскрасить. Посмотрите, как будто специально. И вот. Такие красивые листья, вообще обалдеть. О, на фоне гор. Красота такая. О, уха из форели. Такой кусок огромный, прям вообще. Класс. Решила номер показать. Мы уже все помылись. Вот тут вот ванна. Там Женя пошла мыться. Мы с Петей уже помылись. Тут вход. Тут шкаф. Там постельная лежит. Вот здесь вот прихожая такая. Сохнет, все висит у нас тут. Тут кухня. Холодильник, микроволновка, вот стол, столы, все есть, чайник. Вообще все здесь есть. Вот такая кухня. Здоровская. Вот здесь я сплю на диване. Вот меня котик ждет. У меня прям розетка тут под рукой. Хорошо. Вот там Петруха лежит, балдеет. Закрывается. А это Женина кровать. Вот тут тоже бардачок у нас такой небольшой.
Вот такая квартирка. Телевизор даже есть, Wi-Fi здесь есть. Вообще круто, короче. Шикарно живем. И вполне приемлемая цена, потому что тут печалька такая, тут вида из окна вообще нет, прям вообще. Но сейчас темно, я там не буду показывать. Из-за этого дешевле намного. А нам зачем вид? Мы вон каждый день в горы будем выходить и виды смотреть. Нам вид из окна не нужен. Мы тут даже шторы не открываем, потому что мы только ночевать сюда приходим, помыться, постираться. Доброе утро, земля! Оно действительно доброе. Мы сегодня идем на Суфуджинские водопады. Сегодня, кстати, погода такая отличная вообще. Мы сначала теплее оделись, а потом пошли завтракать в кафешку. И поняли, что мы жарко оделись. Вернулись, переоделись полегче. Такой лес красивый. Местами мрачный, местами такой солнцем подсвеченный. Очень атмосферно идти по такому лесу. По тропе тут, чуть повыше тропы, люди палки ставят тоже, прям как у нас на столбах. У нас на втором столбе такое есть. Да много так. А кто-то вон огромную подставил. Вдруг свалится не в ту сторону камень. Тут более логично, потому что тут вниз вот такой скат. О, какой водопад! Ничего себе, маленький водопадик! Очуметь! Ё-моё! Вот это жизнь у нас! Ёшкин кот! Страшно телефон уронить туда! Обалдеть! Ничего себе! Ой, страшно-то как. О! Обалдеть. И вода прям под скалы уходит. А я вот тут так вот сижу на краю. Страшно упасть туда вниз. Иначе не видно, если не подойдешь. Даже я люблю высоту, но с такой высоты смотреть вот на эту мощь немножко жутковато. Но очень интересно. Вот еще одно место, откуда видно. Там прям вода уходит туда, под скалу. Тут по тропе лестницы прям. Потому что там, походу, что-то как-то сложно. Вон там туристы тоже идут. Ого! Мне кажется, тут и без лестницы легко спуститься. Лестница железная, она какая-то скользкая. Мне кажется, без лестницы и то было лучше.
Там такая красота, там столько снега тоже вот. И там вот еще водопад бежит. Так красиво. Вот там с гор тоже сбегают ручьи. Вот это мне нравится скала. Она вся прям в деревьях. И они уже немножко начинают светнеть. Уже видно, что осень на носу. Хорошо. Вон там как брызгает сильно. Мы туда идем. Там, наверное, близко-то и не подойти. Там вода прям хлещет. Представляю, какая там мощь. Но там какое-то ущелье. Там тоже большая вода стекает. Наверное, с этого ледника. Я не знаю, туда есть тропа или нет. Смотрите, какой кузнечик. Я такого первый раз вижу. Обалдеть. Прикольный. Вот такой водопад оттуда стекает сверху. Вот бы там наверху бы оказаться. Посмотреть, откуда он течет. Подожди. Говорят, тут вкусная вода, хочу попробовать. Да, вкусно. Она еще и почему-то теплая. А потому что от камней нагревается, потоки маленькие. Она успевает прогреваться, видать. Круто. Вот так вот это сделать. Хочешь мне сделать? Мне, я эту сумку замочу. Вот так хочется лечь, вот так прям. Искупаться. Ты давай сумку. Давай. Я ложусь. Круто. Все, я буду. Дайте еще очки заберите у меня. Я сейчас еще вот так вот сделаю. О, нифига круто. Все, я тут буду жить. Сегодня еще так жарко, тут такая вода реально теплая. Возьми меня, да? Не, он намокнет не надо. Петя, он намокнет! Петя! Он тоже хочет так же. О, класс, вообще реально. Подожди, я еще спину намочу вот так.
Холодно? Хоть тут вообще офигенно. Прям горячий будет. Сыр какой-то домашний. Конечно, все домашний. Ну, не сметана, домашний. Приближаюсь к большому водопаду. И там вон брызги, как уже здесь даже видно. Я даже себе представить не могу, какая там мощь, если так разлетается вода. Обалдеть. И тут такие тропы узкие идут вот через такие заросли. И цветов очень много вон растет. На фоне красивых гор. Виды вообще, как всегда, огонь. Тут других видов не может быть, мне кажется. Вот там облако так выглядывает. Интересно, из-за скалы. За горы. Ё-моё, я вышла вон куда. Обалдеть, ничего себе мощь. Посмотрите, какая мощная река. И там все, вот водопад стекает. С ума сойти. Я подошла к водопаду, здесь поливает всего. Я вся мокрая. Тут реальный дождь всего. Смотрите, какими потоками его сбрасывает оттуда. Такой сброс мощной воды. Обалдеть. Какой он мощный, сильный. Вот по такому я поднялась, где Женя сейчас поднимается. Тут дождь реально идет из-за водопада. Вот здесь такое творится. Я боюсь убить телефон. Это вообще капец просто, мощь. Мы подошли к самому водопаду, блин. У меня телефон воды не терпит, я боюсь его убить. Вот Петя весь мокрый стоит. Вообще мы все, тут просто поливает реально. Вот по таким мокрым камням мы сюда залезли. Втроем туристы сюда вообще не лезут. Они не рискуют просто, потому что тут вон что. Жесть! Все просто насквозь вымокли. У нас кофты бежит прям. Ботинки, все мокрое вообще прям. Я сейчас буду выжиматься. Вот. Просто бежит, вот с кофты прям бежит. Кофта аж тяжелая, потому что мокрая. Капец.
Ничего себе, здесь пещера целая изо льда. Как же красиво-то. Вот так этот туннель выглядит с другой стороны, сверху. Здесь вот такая река, и виды, и снежник. Сейчас я второй раз обратно, вернее, через него пойду. Там все капает. Зато как тут красиво вообще, посмотрите. Холодно, правда, очень. Я и так замерзла после водопада. А тут, смотрите, все бежит. Такая красота. Вот здесь выход. Во, какой вид. Красотища. Тут страшно на самом деле находиться, потому что снежник может обвалиться этот. Ну я ж все время такая, мне же хочется пройтись. Интересно же. Я реально так сильно замерзла. Сегодня на улице жара, а я вся замерзла. Как красиво-то, посмотрите. Ё-моё. В общем, мы так запустили, вообще невозможно. У меня ж руки иголка. Камни горячие, я легла вот так. Грудь погреть, и там у меня замерзла. На горячий камень. У меня кофта сильно-сильно мокрая. Никак не высыхает солнце, потому что уже почти спряталось. Где-то еще есть. Прям нереально холодно. Я не могу кофту надеть, потому что она прям сильно мокрая. Она же тяжелая, то что мокрая. Я ее вот так накинула, как красная шапочка, чтобы она маленько хоть подсыхала. А когда я ее в руке в сжатом виде несу, она скомканная, она вообще не сохнет. Доброе утро, Земля! Сегодняшний наш маршрут лежит на Алибекский водопад, Алибекское ущелье, не знаю, получится ли у нас его посмотреть, и Турье озеро. Вот, и мы уже сколько-то времени идем по лесу, такому густому, красивому, и дошли уже до кладбища альпинистов, погибших. Вот, сейчас пойдем посмотрим. Не знаю даже, снимать или нет, зачем это надо. Что-то ничего не видно, да? Ну, давай нам.
воинам-альпинистам Великой Отечественной войны памятник. А вот там дальше само кладбище. Ну что, альпинистки были, что ли? Туристки же. Ну что, здесь-то альпинисты только. Да, такое небольшое кладбище. Ну, здесь так тихо, спокойно. И памятники интересные. Ну да. Прям врезано в камень, да? Угу. О, вон там вообще, вон лицо прям вырезано, выпуклое. Я, к сожалению, никого здесь вообще не знаю. А может, к счастью. Вот этот памятник вообще интересный. Может, тут известные какие-то есть альпинисты. Я не в курсе, не слежу за этим. Вот так вот, когда идешь в горы, всегда нужно понимать, что можешь не вернуться оттуда. Не только в горы, и в тайгу, и в лес, везде, куда я хожу. Я всегда понимаю, что я могу не вернуться. Это может хоть где случиться, не только в горах или в лесу. В любом месте, даже в магазин выйдешь и можешь не вернуться. Вот. Но когда ты идешь в такие серьезные места, как такие горы, и не только такие, попроще, то нужно полагать, что это в любом случае опасно. Но как горы зовут, невозможно не ходить. Если уже раз побывал в горах, то туда тянет снова и снова. Это так же, как кто-то на море раз побывал, не может потом жить без этого. Кто-то в лесу, кто-то еще более простые какие-то места. А я вот не могу без гор, без тайги жить. Меня туда постоянно тянет. Я понимаю, что каждый мой поход может быть последним. Дошли до альплагеря. Честно говоря, вот эти вот машины, джипы всякие, так надоели, всю дорогу пылят. Вон мужчина стоит, пыль сбивает немножко. А мы вот по такой дороге шли, и нас пылью постоянно обдувало без конца. А тут есть вот такое озеро. Или не озеро, а как заводь от ручья. Вода ледяная, она такая прозрачная, чистая. И тут прям лесенка есть, и можно искупаться. Я потрогала, вода леденющая прям. Сейчас как рявкнет. Ну ты маленький, ты такой хороший, ты как медведь. Как такому милому нос не совать? Смотри, он сел. Ой, ты милашечка. Маленький. Ой, ты красавец. Лапуля. Вот такие дела нас ждут. Проход закрыт на туре озера. Туда нельзя. Вот до водопада осталось 450 метров. Народу много, туристов много. Вот тропа на водопад. Короче, в прошлом году здесь 2 женщины погибли. Ледник сошел. И запретили ходить на ледник Алибек и на туре озера. Такая печаль. И главное, нигде об этом не говорят. А только тогда, когда покупаешь пропуск. А здесь каждый день покупать нужно пропуск. В общем, такие дела. Денежки за все платишь, а ходить никуда нельзя. Вот так, строго по дороге. Вправо-влево, побег, расстрел на месте. Такие дела. Мне такой туризм, честно говоря, не нравится. Очень много туристов, очень много джипов,
пыльных дорог. Ну да, виды красивые, но капец, такое ощущение, что в городе находишься, а не где-то там на природе. Иногда только забываешься, когда попадаешь в такие более отдаленные места. Сегодня вряд ли такое получится. Сегодня у нас будет, скорее всего, короткий маршрут, только чисто до водопада. Такие дела. Вот водопад издалека уже видно. Мощный тоже, очень мощный. Вот такая тут тропа вниз, пыльная, каменистая. Вот такой огромный водопад. Мы хотим вон туда попробовать пройти. Потому что здесь туристов очень много. Прям реально попсовое место. Лезем тут по дебрям, чтобы подойти поближе к водопаду. Опа. Мы решили сначала сверху подойти, а потом хотим обойти с другой стороны и попробовать на ту сторону. Там вообще людей нет.